Приветствую подписчиков, добро пожаловать на канал Алекс Войда. Мои интересы добрались до кухни, и я с удовлетворением обнаружил, что на кухне найдется множество идей для моих проектов. И сейчас я покажу один такой проект. У меня образовались остатки букового бруса, целый мешок, хороший, строганный, калиброванный брус. Жаль было выбрасывать, поэтому я решил пустить их в дело. И из этих обрезков я сделаю торцевую разделочную доску. Из мешка отбираю подходящие части бука, на бруски похожего размера нарезаю американский орех и еще добавлю немного дуба. Раз уж я на кухне, то все будет по рецепту. Доска будет из 3 видов древесины. Из-за того, что бук у меня в обрезках, склеить заготовки, как это делают обычно, не получится. Но это не станет препятствием. Все бруски имеют идеальную геометрию, и для начала я склеиваю бруски между собой широкими сторонами. Получилось несколько заготовок. 4 из бука, 1 из ореха и 1 дубовая. Теперь эти заготовки пропускаю через рейсмус. И вуаля! На моих заготовках уже подходящие для склейки стороны. Так небольшие куски превратились во вполне себе годный материал. На конце всех заготовок я наклеил сосновые бруски. Они нужны для того, чтобы рейсмус не вырывал ценную древесину и не портил заготовки. Потом я уберу эти излишки пилой. Теперь, когда заготовки приобрели необходимые плоскости, можно разделить их надвое. Так я получу заготовки необходимой высоты. Из 4 буковых заготовок получилось 8. Из ореха 2. Дубовая заготовка пока нужна мне в одном экземпляре. Я вклеиваю ее между 2 заготовками из ореха, а буковые заготовки склеиваю в единый щит. Для склейки доски я использую клей Titebond 3. Он водостойкий и может применяться при контакте с пищевыми продуктами. Я распилил орехово-дубовую заготовку на 2 равные части по дубу. И теперь буду строгать обе части одновременно.
Так я получу и необходимую мне геометрию, и одинаковый размер. Все готово для склейки доски целиком. Буковый щит в середину, а части из ореха и дуба по бокам. Такой дизайн кажется мне наиболее уместным. Простой, лаконичный и сбалансированный. Доска склеилась удачно. Я немного поправил одну плоскость фрезером и отрезал защитные бруски с длинной стороны. Теперь доска поместится в фуганок целиком. Ширина доски 310 мм, а длина 480 мм. Я выведу высоту на 36 мм. Будет идеально. После рейсмоса можно убрать защитные бруски из коротких сторон и нарезать ручки. Я изготовил небольшой шаблон и при помощи копировальной втулки и радиусной фрезы диаметром 20 мм сделал ручки по бокам доски. Теперь шлифовка. Сначала грубая, кругами на 80 и 120 единиц. Необходимо убрать волны, которые оставил на плоскостях фуганок. Потом я сделаю отверстия для ножек и финальное шлифование кругами на 180, 240 и 320 единиц. Результат получился прекрасный, хотя, конечно, шлифование однажды добьет меня. Для своего хобби я создал эмблему и заказал клеймо. Теперь я буду подписывать вещи в своих проектах, а вы можете увидеть, как я заклеймил первое изделие, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Наконец, финальная обработка. Доску необходимо напитать маслом. Здесь я неожиданно для себя столкнулся с дефицитом. Из-за пандемии кончилось минеральное масло, а из-за конца медового сезона закончился воск. Пришлось идти в аптеку за вазелиновым маслом. Ну ничего, в октябре я приготовлю масло-воск и пропитаю доску еще раз. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но в аптеку мне пришлось ходить дважды. В доску впиталось 200 мл масла. Напишите в комментариях, кто знает, сколько масла необходимо на такую доску.
А я расскажу, как эта доска будет вести себя при эксплуатации. Пишите и другие комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока!